somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Привет, меня зовут Лилия Иргашева. Я очень рада видеть вас на своем канале по прическам. Сегодня я хочу показать вам греческую косу, которую я выполнила по самым современным техникам. И если вам интересно, то поехали! Прическу начинаю с деления на зоны. Выделяю горизонтальный пробор от уха до уха. Прежде чем начать делать прическу, я гофрирую волосы. Для этого выделяю горизонтальный пробор на нижней затылочной зоне. Прядочку беру не широкую, примерно 0,5-0,7 мм, и подвожу гофре максимально близко к корням и гофрирую полностью всю прядь. Гофре придаст дополнительный объем прическе, воздушность, и прическа будет держаться намного крепче. Я гофрирую полностью всю затылочную зону, прядь за прядью. То же самое делаю и на височно-боковых зонах. Оттягиваю прядь перпендикулярно голове и гофрирую ее. Прорабатываю полностью височно-боковые и фронтально-теменную зоны. Переходим к самой прическе. Выделяю горизонтальный пробор от уха до уха. Далее нахожу самую выступающую часть на затылке и провожу горизонтальный пробор. Я отделила зону верхнего затылка. Выделяю центральную часть на затылочной зоне, беру прядочку, оттягиваю ее перпендикулярно голове, начесываю полностью все пряди, делая классический начес. Обязательно начес нужно зафиксировать лаком. Начес будет основой нашей греческой косы, туда будут крепиться прядки. Аккуратно распределяю все начесанные пряди и формирую основу нашей прически. Кончик завиваю на плойку. Перехожу к работе с волосами на боковой затылочной зоне. Делю эту часть на 3 пряди, беру первую прядку и накручиваю на плойку. То же самое делаю со второй прядью. Моя задача подчесать волос у корня и накрутить локон. У нас должно получиться 3 локона с правой и левой стороны. То же самое делаю с волосами левой затылочно-боковой зоны. Работать всегда начинаю с нижних прядей, поэтому верхние я пока закрепляю. Беру первую прядочку, растягиваю ее в форме качели и закрепляю изнутри при помощи невидимочки. Работаю параллельно. Беру прядь с левой стороны и делаю то же самое. Перехожу к верхней прядке, растягиваю ее в форме качели и закрепляю изнутри при помощи невидимки. В этой технике я буду закреплять все пряди на затылочной зоне. Перехожу к зоне верхнего затылка, накручиваю пряди на плойку.
Продолжаю работать с прядями. Беру прядку, растягиваю ее в технике качели и закрепляю изнутри при помощи невидимки. То же самое делаю с левой стороны. Стараюсь работать параллельно. Хвостики пока оставляем. Ориентируюсь на наивысшую точку бровей и провожу прямую линию с одной и с другой стороны. Таким образом мы определим фронтально-теменную зону. Остальные волосы пока закрепляю при помощи зажима. Беру первую прядку и прорабатываю ее при помощи пудры для прикорневого объема. Затем я буду начесывать прядочку у корней, обязательно фиксирую ее лаком. Беру вторую прядочку и также ее начесываю. Прядь скрутила в легкий жгут и прорабатываю текстуру, фиксирую обязательно лаком. Для лучшей фиксации ставлю шпильки. Закрепляю прядь при помощи невидимки. Беру прядку с правой стороны, растягиваю ее в технике качели, прорабатываю текстуру при помощи пальцев рук, обязательно фиксирую воском спреем, закрепляю при помощи невидимки. Далее беру прядь с левой стороны, расчесываю ее, растягиваю в технике качели, работаю с текстурой, закрепляю невидимкой, фиксирую лаком, ставлю шпильки для того, чтобы текстура была более глубокой. Таким образом у нас получается плетение из косы. Я беру достаточно широкие пряди по бокам. Для работы с текстурой мне понадобится очень много шпилек. Фиксирую текстуру при помощи воска спрея. Также вы можете использовать еще жидкий лак, он наиболее прочно закрепит ваши прядки. После того, как мы закончили плести косу, перехожу к оставшимся прядям. Я растягиваю их в технике качели и креплю изнутри при помощи невидимки. Я тщательно прорабатываю каждую прядь, фиксирую при помощи воска спрея, далее закрепляю жидким лаком и ставлю шпильки. Здесь нет определенной техники выкладывания прядей, все будет зависеть от вашей фантазии. Пряди должны переплетаться друг с другом. Я креплю каждую прядь изнутри при помощи невидимки. Моя задача закрепить прядочки так, чтобы закрыть пустоту, чтобы не было никаких дырок в прическе. В этой технике я выкладываю полностью всю греческую косу. Skipping stones into the sea. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over top. Друзья, понравилась ли вам эта прическа? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Впереди выпускные и летний свадебный сезон. Хотела бы ты сделать себе подобную прическу на выпускной или на свадьбу? До встречи в следующем видео. Пока-пока!